Всем привет, Джей снова на связи. Сегодня познакомимся с игровым 32-дюймовым 4К монитором Asus ROG Swift PG32UQ. Я вам заранее скажу, что на данный момент это лучший игровой монитор, которым лично мне довелось попользоваться, но давайте обо всем по порядку. Комплектация у данного монитора выглядит так. Кабели DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB для подключения хаба, блок питания со съемным силовым кабелем, 4 винта для крепления веса, набор фирменных наклеек и различного рода документация. Также с монитором идет вот такой отчет о заводской калибровке. Как видно, точность цветопередачи Delta и у него меньше единицы, так что данный монитор подойдет не только геймерам, но и фотографам, видеоредакторам, дизайнерам. Внешне спереди он выглядит вполне стандартно. Тонкие рамки слева, сверху и справа. Посередине нижней рамки расположился логотип ROG. Тыльная сторона выполнена из матового черного пластика с различной текстурой и визуально разделена по диагонали. Также здесь присутствует большой логотип ROG. Он имеет встроенную RGB подсветку, управлять которой можно через экранное меню. Поддерживается и синхронизация с другими компонентами RGB через Aura Sync. Металлическая ножка довольно широкая, занимает на столе достаточно много места. Стойка же металлическая только внутри. Внешняя часть матовый черный пластик. Стойка съемная, вместо нее вкручиваются вышеупомянутые винты для крепления на стену. Поддерживается стандарт веса 100 на 100. Подставка имеет очень неплохие возможности по регулировке. Высоту панели можно регулировать в диапазоне 100 мм. Вроде бы немного, но 32-дюймовая панель формата 16:9 сравнительно высокая, поэтому даже рослые пользователи смогут найти комфортное положение. Наклон можно регулировать в диапазоне от минус 5 до 20 градусов, чего, как по мне, вполне достаточно. Поддерживается и поворот панели на 25 градусов вправо или влево. Возможности поворота в портретный режим не предусмотрено. Все разъемы разместились на одной панели и направлены вниз, а именно гнездо для блока питания, USB-хаб с двумя портами USB 3.0 плюс порт для их подключения, 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4 и комбинированный аудиоразъем для подключения гарнитуры. Все это дело после подключения кабелей закрывается пластиковой крышкой, а в стойке предусмотрено отверстие для кабель-менеджмента. Монитор оснащен парой стереодинамиков. Качества их звучания и запаса громкости здесь хватит, так сказать, для базовых бытовых задач, но не более того. Органы управления представлены 4 механическими клавишами и одним 5-позиционным джойстиком с тыльной стороны. Экранное меню вполне понятно и поделено на разделы. В верхней правой части всегда отображается текущий разъем, разрешение входного сигнала, HDR, частота обновления, режим картинки и подсветки. В первом разделе гейминг можно найти разгон матрицы, включить Adaptive Sync для видеокарт NVIDIA, выбрать один из предустановленных профилей в пункте Game Visual, активировать игровые инструменты Game Plus типа прицелов и счетчика FPS и многое другое. Разделы меню Image и Color отвечают за более гибкую настройку картинки. Яркость, контрастность, HDR, гамма, насыщенность и цветовая температура картинки. Следующие разделы – выбор входа сигнала, настройка картинка в картинке, если подключено несколько источников, и настройка подсветки, в которой есть возможность выбрать цвет и эффект локально на мониторе, либо включить Aura Sync для синхронизации подсветки с другими устройствами Asus ROG. В разделе My Favorite можно переназначить действия на физические кнопки. Последний раздел экранного меню отвечает за общие настройки монитора, включая язык меню, сброс, настройку звука, режим энергосбережения, индикатор работы и так далее. В данном мониторе установлена 32-дюймовая IPS-панель с матовым покрытием, разрешением 4К и технологией квантовых точек, за счет которой, по утверждению разработчиков, расширяется цветовой охват и увеличивается яркость дисплея. Матрица 10-битная. Цветовой охват составляет 98% цветового пространства DCI-P3 и 160% sRGB. Максимальная частота обновления 144 Гц. Время отклика MPRT 1 миллисекунда. Максимальная заявленная яркость составляет 450 кандел на метр квадратный, а пиковое значение 600. Монитор соответствует стандарту Display HDR 600 и поддерживает HDR 10. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 178 градусов. Монитор поддерживает синхронизацию кадровой частоты AMD FreeSync Premium Pro, а также поддерживается функция Adaptive Sync для видеокарт NVIDIA, начиная с 10 серии. На мой субъективный взгляд, панель IPS, установленная здесь, обеспечивает отличное качество картинки. Панель яркая и контрастная, цвета насыщенные, проблем не возникнет даже в хорошо освещенном помещении. Что же хочется сказать после того, как я 1,5 недели попользовался данным монитором. Привык я к нему буквально за день, и теперь мне возвращаться обратно на 27-дюймовый 60-герцовый TN-монитор совсем не хочется. И как я сказал в начале этого ролика, это лучший игровой монитор, которым мне довелось попользоваться. Здесь даже при веб-серфинге чувствуешь плавность перемещения окон, курсора, контента в интернете, не говоря уже про игры. Эти ощущения сложно описать, лучше один раз самому попробовать, чтобы понять, и будьте уверены, одного раза будет достаточно. Но разумеется, для получения максимальной красоты и плавности в современных требовательных играх с разрешением 4К потребуется мощный ПК. И в моем случае я использовал видеокарту Asus TUF RTX 3080, которую мне предоставили вместе с этим монитором. Также этот монитор отлично подойдет для консолей актуального поколения за счет того, что он поддерживает сигнал 4К с частотой до 120 Гц при подключении по HDMI 2.1.
Единственное, что делает данный монитор недоступным для большого количества пользователей, в том числе и меня, так это его цена. И составляет она на данный момент $1300, хотя, учитывая стоимость топовых видеокарт, эта цифра уже не особо-то и пугает. Ну а на этом у меня все. Буду благодарен вам за лайки и комментарии, а также за подписку, если еще не подписаны. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. До скорого!